Посадка самолета при боковом ветре может представлять несколько опасностей и проблем для пилотов. Боковой ветер возникает, когда ветер дует перпендикулярно взлетно-посадочной полосе, что затрудняет выравнивание самолета по осевой линии во время посадки. При движении по глиссаде, посадочной прямой, приходится парировать снос, направляя самолет под углом к полосе. Искусство пилота заключается в том, чтобы на высоте 2-3 метра над землей выровнять лайнер по курсу и при этом не допустить сильного крена. Наиболее серьезная опасность заключается в сносе самолета с осевой линии взлетно-посадочной полосы из-за боковой силы, создаваемой боковым ветром. При неправильном управлении это может привести к тому, что самолет коснется края взлетно-посадочной полосы, что может привести к повреждению шасси или даже выезду за пределы взлетно-посадочной полосы. Боковой ветер может привести к тому, что одно крыло приземлится раньше другого, что приведет к неравномерному распределению веса на шасси. Это может привести к потере управления или риску опрокидывания при особенно сильном ветре. Боковой ветер может снизить возможности управления самолетом, из-за чего пилотам сложно поддерживать желаемое выравнивание с взлетно-посадочной полосой во время посадки. Пилотам может потребоваться использовать более длинную часть взлетно-посадочной полосы, чтобы справиться с боковым ветром и безопасно посадить самолет. Это увеличение посадочной дистанции может быть проблемой, особенно на более коротких взлетно-посадочных полосах. Боковой ветер также может быть связан со сдвигом ветра, внезапными изменениями направления или скорости ветра, особенно вблизи поверхности. Сдвиг ветра может повлиять на воздушную и вертикальную скорость самолета во время последнего захода на посадку, что сделает посадку еще более сложной. Ветра во время вспышки, фаза непосредственно перед приземлением, это может привести к серии отскоков на взлетно-посадочной полосе, что не только неудобно, но и опасно. Непосредственно перед приземлением они используют метод, называемый боковым скольжением или коррекцией бокового ветра, чтобы выровнять фюзеляж самолета по осевой линии взлетно-посадочной полосы, сохраняя при этом уровень крыльев. Этот метод позволяет воздушному судну приземляться безопасно и плавно, сводя к минимуму риски, связанные с посадками с боковым ветром. Однако, если боковой ветер превышает продемонстрированное самолетом ограничение по боковому ветру, рейс может быть перенаправлен на запасной аэропорт с более благоприятными погодными условиями. Посадка самолета в сильный дождь при боковом ветре усложняет и без того сложную ситуацию. Боковой ветер, как объяснялось ранее, это когда ветер дует перпендикулярно взлетно-посадочной полосе, и это может затруднить пилотам поддержание желаемого выравнивания во время посадки. Сильный дождь может значительно снизить видимость для пилотов во время захода на посадку и посадки. Из-за этого им может быть сложнее увидеть взлетно-посадочную полосу, разметку взлетно-посадочной полосы и другие важные визуальные ориентиры, необходимые для безопасной посадки. Сильный дождь может создать стоячую воду на взлетно-посадочной полосе, увеличивая риск аквапланирования. Аквапланирование происходит, когда между шинами самолета и поверхностью взлетно-посадочной полосы скапливается слой воды, что снижает эффективность торможения и рулевого управления. Это может привести к потере путевого управления при посадке и выкатке. Загрязнены поверхности взлетно-посадочной полосы. Дождь также может смыть резиновые отложения и другие загрязнения с взлетно-посадочной полосы на лобовое стекло самолета, из-за чего пилотам будет трудно видеть снаружи. Боковой ветер во время сильного дождя может усугубить проблемы с сохранением осевой линии взлетно-посадочной полосы во время посадки, поскольку пилоту приходится одновременно справляться как с боковым ветром, так и с ограниченной видимостью. Чтобы справиться с посадкой с боковым ветром в сильный дождь, пилоты полагаются на свою подготовку и следуют определенным процедурам. Пилоты используют технику краббинга во время захода на посадку, чтобы противодействовать боковому ветру, как описано ранее. Непосредственно перед приземлением они переходят к коррекции бокового скольжения или бокового ветра, чтобы выровнять самолет по осевой линии взлетно-посадочной полосы.
Во время сильного дождя пилоты должны проявлять особую бдительность в отношении состояния взлетно-посадочной полосы, следить за тем, чтобы она не была затоплена и на ней не было значительного количества стоячей воды. Они также внимательно следят за воздушной скоростью и высотой, чтобы избежать аквапланирования. Некоторые современные самолеты имеют усовершенствованные возможности автопилота и автоматической посадки, предназначенные для помощи при посадке при боковом ветре. Тем не менее, пилоты должны по-прежнему внимательно следить за системами и быть готовыми в случае необходимости взять на себя управление вручную. Если сочетание бокового ветра и сильного дождя становится слишком сложным или превышает возможности самолета, у пилотов есть возможность выполнить уход на второй круг, прервать попытку приземления и выполнить еще один заход на посадку. Важно отметить, что пилоты проходят обширную подготовку, чтобы безопасно справляться с этими сложными условиями. Кроме того, авиакомпании и авиационные власти имеют строгие правила и ограничения в отношении бокового ветра и неблагоприятных погодных условий для обеспечения безопасности полетов. Пилоты тренируются и регистрируют часы в течение многих лет, прежде чем им доверят управление коммерческим самолетом. Те, кто решает получить коммерческую лицензию, и самое важное качество, которым они должны обладать, это сильное желание стать пилотом. Хотя многие дети прославляют пилотов так же, как учителей пожарных и полицейских, повседневная рутинная работа может быть сложной. Несмотря на то, что летать на самолетах – это потрясающее чувство, выполнение его как работы сопряжено с долгими часами сидения в кабине, проводами ночей вдали от семьи, проживанием в чемодане размером с ручную кладь несколько дней в неделю, переносом психического стресса, сложные полеты и многое другое. При этом у пилотов есть еще несколько важных качеств, которыми обладают многие успешные пилоты авиакомпаний: желание учиться, приверженность делу, сильную трудовую этику, высокий уровень честности и способность руководить.